В бурной реке погибал маленький тигренок. Течение уносило его все дальше. И вдруг собака, не раздумывая, прыгнула в воду. Она вытащила его буквально из смерти. Но самое страшное и невероятное случилось потом, когда к ним вышли тигры. Инспектор Михаил Степанов провел более 30 лет в тайге Дальнего Востока. Лес для него давно стал домом, а природа — смыслом жизни. Рядом с ним всегда был его верный спутник, черный лабрадор по кличке Бакс. Пес отличался умом, выносливостью и почти человеческой внимательностью. Каждый день они патрулировали лесные тропы, проверяли охраняемые зоны, отслеживали следы зверей, следили, чтобы человек не нарушал хрупкое равновесие дикой природы. Но тем летом все пошло не так. Неделями лили проливные дожди. Реки вышли из берегов, тропы исчезли под водой, а привычный лес превратился в опасную стихию. Даже опытные егеря действовали с осторожностью. Любое задание могло закончиться бедой. В один из таких дней Михаил ехал вдоль разлившейся реки. Вода бурлила, несла ветки и грязь, срывала куски берега. Бакс внезапно насторожился, вскочил и громко залаял, глядя в окно. Михаил остановил машину, пытаясь понять, что встревожило пса. Но сквозь дождь почти ничего не было видно. И вдруг Бакс резко сорвался с места, выскочил из машины и помчался к воде. «Бакс, стой!» — крикнул Михаил. Но было поздно. Пес без колебаний прыгнул в бурлящий поток. Только тогда Михаил заметил в воде маленькое полосатое тело. Тигренок из последних сил пытался удержаться на поверхности. Его сносило течением. Он захлебывался, слабел с каждой секундой. Бакс плыл изо всех сил, борясь с течением. Волны накрывали его с головой, но он упрямо двигался вперед. Добравшись до тигренка, он аккуратно схватил его за загривок и развернулся к берегу. Это были долгие секунды. Казалось, стихия вот-вот поглотит их обоих. Михаил уже был готов прыгнуть следом, но в последний момент Бакс вырвался из водоворота и добрался до берега. Михаил бросился к ним, вытащил обоих на землю. Тигренок едва дышал, его тело дрожало, глаза были закрыты. Михаил быстро завернул его и пса в ткань, посадил в машину и направился в ближайший центр помощи диким животным. Врачи сразу принялись за работу. Тигренка очистили, проверили дыхание, подключили помощь. Через несколько напряженных минут он открыл глаза. Он выжил. Бакс тоже отделался лишь легкими царапинами и сильной усталостью. Но самое удивительное началось позже. Тигренок был напуган и первое время держался в стороне. Однако Бакс не отходил от него. Он спокойно лежал рядом, не проявляя агрессии, словно понимал, малышу нужно время. Постепенно тигренок начал доверять. Сначала он осторожно подошел, обнюхал пса, а затем вдруг прижался к нему. С этого момента они стали неразлучны. Они играли вместе, бегали по вольеру, спали рядом в холодные ночи. Михаил не раз наблюдал, как дикий хищник и домашняя собака ведут себя словно родные. Прошли месяцы. Тигренок окреп, подрос, в нем проснулась природная сила. Его начали готовить к возвращению в дикую природу. Он учился охотиться, двигаться тихо, реагировать на добычу. Бакс всегда наблюдал за ним со стороны, будто поддерживая. Но наступил день расставания. Михаил понимал, тигр должен вернуться туда, где его место, в дикую тайгу. Перед отправкой Бакс подошел к тигру. Они коснулись друг друга, словно прощаясь. Это было тихое, но очень сильное мгновение. Когда клетку открыли уже в глухом районе, тигр сделал шаг вперед, остановился и обернулся. Он посмотрел на людей, на собаку, а потом исчез в высокой траве. Где-то вдали раздался его мощный рев уже взрослого хищника. Бакс ответил громким лаем. Михаил положил руку на его спину и тихо сказал: «Мы сделали все, что могли». И в тот момент он точно знал, иногда даже в дикой природе происходят вещи, которые невозможно объяснить, только запомнить навсегда.